Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Карабахе. Вот, издание Медиа-З опубликовало статью. В Ханкинди идет война между Артюняном и Варданяном. Там есть видео, я дам вам ссылку, сами посмотрите. Ну, похоже, там точно уже война скоро начнется в Ханкинди, потому что закончился бизнес и Варданяна, и Аратюняна, и перекрыли трассу, и золото вывозить не могут. Они привыкли, как сказать, жить на широкую ногу, их заблокировали сейчас. Это территория Азербайджана, они понимают, что это когда-то придет конец ихнему бизнесу. И вот, ознакомлю, что здесь пишут. В настоящее время в Ханкинди воюют две преступные группировки. Одну из них возглавляет Рубен Варданян, другую Арей Каратюнян. Вот так вот. Так, об этом сообщил Баку ТВ. Арей Каратюнян и Рубен Варданян связаны с агентурной сетью разных государств. Именно здесь российская агентура воюет с западной. Это война за легализацию Рубена Варданяна и политическое уничтожение Араи Каратюняна. Вот я вам скину ролик, сами посмотрите как раз по этой теме, как у них там война идет. И вот еще такая информация. Армяне стали недовольны, что самый Варданян там зарабатывает миллионы на золоте, а армяне нищенствуют, как сказать. Они виноваты, остались ни при чем, как бы. Пока Варданян свое золото защищает, наши дети голодают, заявляет армянка вот это, и она против грабежа в Карабахе. Сейчас ознакомлю подробнее, что здесь пишут. Пока Варданян свое золото защищает, наши дети голодают, армяне против грабежа в Карабахе. Некоторые СМИ сообщили о ряде любопытных разговоров среди армян в Ханкинди. Пока Варданян пытается показать, как народ стойко противостоит блокаде, люди начали его критиковать. Как сообщает ДСЗ, население во временной зоне ответственности миротворцев на самом деле составляет где-то до 30 тысяч человек на сегодня. И возмущается тем, что из-за бизнеса Рубика мы сидим без газа второй день. Да, у них газ отключили, а как без газа жить? Сейчас еще последняя информация, что и свет отрубят уже. Так, и вот что здесь пишут. Жалуются на дефицит. Ну, конечно, сейчас все будет без отопления, без света, без газа, без продуктов. Бензина почти не осталось. Обвиняют в этом свои власти, которые должны понимать, что так и произойдет. Так, пока Варданян свое золото защищает, там, да, он защищает золото в прямом смысле. Мне детям питание купить будет негде, сказала одна из армян. Вот один, это же, ну там вот много семей, они не богато живут. Конечно, откуда у них там доходы? Если Варданян им подбросил свои деньги на помощь, тогда бы, вон, видно, что они не богатые там. В общем, всплывают интересные данные. Совсем не та картина, которую армяне пытаются нарисовать в моих СМИ. Пока Варданян с миротворцами решает свои дела, ущерб терпят люди. Возникает вопрос, а почему бы этим людям не встать и задать на эти вопросы Варданяну громче? Почему эти тысячи человек стали заложниками миллиардера, его подельников в генеральной форме? Ну там ЧВК, этот Варданян и Волков. Частная военная компания. Что изменилось, если бы не сорвали азербайджанский мониторинг, да? Что случилось бы с этими людьми? Да ничего бы не случилось. И не пришлось бы им беспокоиться о том, где достать бензин, продукты и прочее. Да, сейчас где бензин достать, если все перекрыто? И где продукты достать, если не провозят продукты на территорию сюда, в Ханкинди? Все, а как без продуктов людям жить? Сейчас зима ведь, холодно, надо запасы продуктов каждый день. В общем, ситуация критическая. Вот такая ситуация в Карабахе. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.